Россия предлагала убежище и была готова принять Николаса Мадуро, причем под личной гарантией Владимира Путина. Секретные переговоры об этом велись в США при участии Ватикана. Об этом сообщает американская газета The Washington Post, получившая правительственные документы. 24 декабря кардинал Пьетро Паролин, второй человек в Ватикане после Папы Римского и опытный дипломат, срочно пригласил на встречу посла США при Святом Престоле Брэяна Берча. Об этом говорится в правительственных документах, оказавшихся в распоряжении журналистов. В разговоре с Берчем он заявил, что Россия готова принять Мадуро и предоставить ему убежище. Кардинал просил Вашингтон не торопиться и дать время, чтобы аккуратно подтолкнуть венесуэльского лидера к этому варианту. По словам источника, знакомого с российским предложением, Мадуро фактически предлагали спокойно уехать и жить за границей, пользуясь накопленными деньгами. При этом безопасность ему лично должен был гарантировать президент России Владимир Путин. Однако этот план провалился. Уже через неделю американские силы специального назначения провели операцию, в ходе которой Мадуро и его жена были захвачены. Во время рейда погибли около 75 человек. После этого венесуэльского лидера доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркоторговле. На встрече 24 декабря Паролин сообщил американскому послу, что Россия готова принять Мадуро. Он также упомянул слухи, согласно которым Венесуэла могла стать разменной картой в переговорах между Россией и Украиной. Якобы Москва была готова снизить свое влияние в Венесуэле, если получила бы устраивающее ее соглашение по Украине. Согласно документам, Паролин также сообщил, что Мадуро был готов уйти после выборов в июле 2024 года, которые многие считают сфальсифицированными. При этом источник, знакомый с российским предложением, утверждает, что Москва была готова предоставить убежище не только Мадуро, но и другим ключевым фигурам режима. Однако создавалось впечатление, что венесуэльский лидер просто тянул время, рассчитывая, что США не решатся на силовые действия. По мнению этого источника, решающим фактором стало самоуверенное поведение Мадуро. Кроме того, в Вашингтоне считали, что Мадуро в любом случае не согласился бы уехать в Россию. Причина – жесткие условия жизни и отсутствие доступа к средствам, которые, как предполагается, он вывел за границу через торговлю венесуэльским золотом. Студия.